Привет, фотограферы! Какие ваши дела? Надеюсь, у вас все клево. Меня зовут Виталик, и я всегда с камерой. На самом деле не всегда. Даже несмотря на то, что я целенаправленно хожу на фотопрогулки и снимаю что-нибудь практически каждый день, даже при таком раскладе бывают ситуации, когда камера не оказывается под рукой, но под рукой всегда есть телефон и момент, который не хочется упустить. Возникает вопрос, можно ли делать клевые фото на телефоне? Можно ли круто обрабатывать на телефоне? И главное, как? Так вот, именно об этом мы поговорим в этом видео, так что наливайте чаек, запасайтесь печеньками и погнали! Добро пожаловать обратно! Как вам моя заставочка? Я все еще работаю над ней. Итак, сегодня мы говорим о мобильной фотографии, мобильной обработке. Я покажу и расскажу, как я это делаю. И по ходу дела буду делиться советами на этот счет. Итак, что же нужно для мобильной фотографии? Очевидно, это телефон. В принципе, этого достаточно. Но я еще с собой возьму такой вот мини-штатив для телефона и идущий с ним в комплекте мини-пульт, который по Bluetooth соединяется с телефоном и позволяет удаленно спускать затвор. Таким образом, позволяет фотографировать самого себя без посторонней помощи. Ссылка на это чудо будет где-нибудь в описании. Важный вопрос, в чем мы будем снимать? Столько всяких приложений, платных, бесплатных. Какое выбрать? Я долго не думал, и, как вы могли уже догадаться, я буду снимать с помощью Lightroom Mobile, потому что в нем довольно много крутых, нужных нам фич. Важно отметить, что некоторые фичи, функции, которые мы будем сегодня рассматривать и о которых говорить, платные и потребуют от вас подписку. Но я считаю, что если вы хотите поднять ваши фотографии на следующий уровень, то оно того стоит. Одна из топ-фич, очень важных для нас, это возможность снимать в RAW формате. Lightroom Mobile позволяет переключаться между режимами съемки в JPEG и DNG формате. А DNG — это разновидность RAW формата, который, соответственно, позволяет нам сохранять больше информации о кадре и быть более гибкими с нашей постобработкой и цветокоррекцией. То есть можно снимать RAW прямо на телефоне. Насколько это круто! Очень круто! Но важно помнить, что RAW занимает больше места, так что имейте в виду. Другая крутота – возможность ручного управления настройками камеры, компенсация экспозиции, highlights clipping, то есть зебра, которая показывает, какие области пересвечены, прям in real time, настройка выдержки, ISO, баланс белого и даже ручной фокус. Хотя, конечно, всегда можно поставить режим ауто и не заморачиваться на этот счет. Что ж, давайте пойдем и что-нибудь снимем. Let's go! Окей, фотографии есть, теперь самое время заняться их обработкой, и я, естественно, буду делать это в Lightroom Mobile. Перед тем, как мы начнем, я немножко разоденусь, потому что жарковато. Готово. Итак, давайте посмотрим, что мы там наснимали. Заходим в Lightroom Mobile на телефоне, и да, наснимали довольно прикольных штук. Давайте начнем с вот этой вот фотографии, которую я снял с помощью штатива, который показывал вам раньше, и волшебного пульта. Снимал сам себя. Важно отметить, что это DNG файл, поэтому мы сможем быть более гибкими с нашими настройками, как я уже говорил. Итак, первым делом мы пойдем во вкладочку Light
вот здесь вот, и будем вытягивать наши тени. Вытянем примерно вот так. Далее чуть-чуть понизим highlights и добавим немножко экспозиции. Сделаем посветлее, чуть-чуточку контраста. Примерно вот так. И я также подниму whites. Не сильно, примерно вот так, чуть-чуть опущу blacks. Blacks. Далее мы идем во вкладочку Curve, то есть Tone Curve, тоновая кривая. И здесь я поставлю несколько точек. Вот так вот. Опущу тени немножко вниз, а черные подниму вверх, тем самым придавая такой faded look. Люблю такую штуку. Еще поставлю точку вот здесь и немножко ее потяну вниз. Примерно вот так. А цвета немножечко вверх. И еще самые светлые. Такой вот получился у нас S-Curve, вариация S-Curve. Готово. Далее мы идем во вкладку Color, и здесь мы немножко его изменим и добавим чуть-чуть теплоты. Далее мы пойдем в Mix, и Mix это у нас HSL, то же самое, что HSL, Hue, Saturation, Luminance. И здесь мы можем влиять на каждый цвет в отдельности. Я переключусь во вкладку Orange и сделаю наши оранжевые еще немножко более оранжевыми. Примерно вот так. Повышу яркость, но при этом понижу насыщенность немножко. Примерно так. Перейду в желтые, сделаю их тоже более оранжевыми, добавлю насыщенности. И давайте посмотрим, уберу немножко яркости. Отлично, теперь мы перейдем в зеленые, потому что я хочу избавиться немножко от вот этих вот деревьев, они как-то отвлекают. Я возьму вот этот слайдер и передвину его влево, также уберу насыщенность и яркость. Далее переходим во вкладочку Effects, и здесь мы добавим немножко Clarity, чуток, а также добавим виньетку, минус 13, окей, добавим размытие ей и защиту хайлайтов, окей. Теперь мы вернемся вверх и перейдем в Split Toning, и здесь я добавлю оранжевые цвета и синий в тени, чтобы опять же оранжевые цвета, чтобы усилить наш солнечный такой теплый эффект, и синий в тени, чтобы компенсировать наши оранжевые цвета. Итак, оранжевый я обычно использую 44, где-то так, и Saturation 14, 13, примерно так. И синий в тени я обычно опять же использую 224, около того, и насыщенность 10. И чуть-чуть изменю баланс, плюс 22 пускай, окей. Дальше мы перейдем во вкладочку Geometry, и здесь мы исправим нашу геометрию нашего кадра, чтобы немножко выровнять, что там у нас происходит. Мы нажмем вот эту кнопочку Off, и здесь выберем режим Level, тем самым выровняв нашу фотографию, как вы можете видеть, до-после, до-после. Уже выглядит довольно круто. Но давайте добавим еще очень крутые штуки под названием Local Adjustments, то есть точечная коррекция, локальная коррекция, что-то в этом духе. Для этого мы перейдем, проскроллим влево и возьмем вот этот самый левый инструмент Selective, и вверху нажмем на плюсик и выберем радиальный фильтр. Разместим его примерно вот так. И здесь, пока он выделен, мы перейдем в вкладочку Light, и я добавлю немножко белых сюда. И перейду во вкладочку Color, добавлю немножко желтого, чтобы сделать наш свет желтее, как будто солнце прям палит в нас. Затем я перейду в вкладочку Effects, и здесь я уберу Clarity довольно сильно, и Dehaze тоже довольно мощненько. Окей, готово. Затем я еще раз пойду в Selective, и теперь возьму прямоугольный фильтр, нарисую его, размещу его примерно таким вот образом. Я возьму опять, перейду в вкладку Effects, уберу Clarity довольно сильно опять же, и Dehaze еще немножко. Окей. Теперь перейду в Color и опять же добавлю немножко желтого. Примерно вот так. Отлично. Окей. Теперь я еще раз пойду в вкладочку Selective, возьму опять прямоугольный фильтр, размещу его внизу, чтобы немножко затемнить низ нашего кадра. Размещу его примерно вот так и понижу экспозицию, добавлю контраст. Окей. И последнее, я добавлю еще один радиальный фильтр, чтобы выделить наш главный объект в кадре. И здесь я
Перейду во вкладочку Light и добавлю немножко белого, усилю контраст и также повышу немножко экспозицию, примерно вот так. Окей, отлично. И обработка по сути готова. Давайте посмотрим на наши до и после. Итак, до, после, приблизим, посмотрим еще раз. До, после. Выглядит круто, как вы думаете? Пишите в комменты. И вот и все, ребят. Таким образом мы сегодня поговорили, обсудили и убедились, что снимать на телефон и обрабатывать на нем можно. И если вы находитесь где-нибудь в путешествии и ноутбук вне зоны вашей досягаемости, либо вы просто не хотите делать это на ноутбуке, то можно вполне успешно обрабатывать на телефоне. Главное – желание. А если хотите лучших результатов, то имейте в виду RAW формат и снимайте в нем. Но имейте в виду, что RAW файлы весят намного больше, чем JPEG, поэтому не злоупотребляйте. После обработки и размещения фото в том же Инстаграме RAW файлы всегда можно удалить, либо скинуть на компьютер, либо внешний диск. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комменты, жмите эту красную кнопку подписаться. И мы увидимся в следующем видео. Пока-пока!